Приветствую вас! Ленд-лизовский американский грузовик Studebaker US6 является, пожалуй, одним из самых узнаваемых автомобилей, участвующих в Великой Отечественной войне. Ведь из всего огромного количества автомобильной техники в более чем 477 тысяч единиц, поставленных союзниками в Советский Союз, данный грузовик был самой известной и массовой машиной, которую любили многие советские водители-фронтовики. US6 произвел на водителей такое положительное впечатление, что за право водить Studebaker доходило чуть не до драк. И напрашивается сам собой вопрос, за что советские водители полюбили этот грузовик и чем он их впечатлил. Этот трехосный 2,5 тонны грузовик был разработан компанией Studebaker Corporation еще до войны в 1940 году, чтобы выиграть тендер для поставок для Министерства обороны США. Но по ряду параметров проиграл конкурентной борьбе другим грузовикам от компании General Motors и International Harvester, также участвующих в тендере. Так бы и остался никому неизвестным грузовик Studebaker, если бы в 1941 году не началась Великая Отечественная война. И Министерство обороны США не стало забрасывать проект этого грузовика, а было решено его немного изменить и начать производство и поставку US6 странам-союзникам. И уже осенью 1941 года первые опытные грузовики Studebaker были поставлены Советскому Союзу, где в реальных боевых условиях проходили их дальнейшие испытания. Всего же за все годы войны в Союз было поставлено 152 тысячи грузовиков данной модели. Studebaker был неплохой машиной, но все-таки не идеальной, имеющей свои недостатки. Но по сравнению с советскими грузовиками, американский грузовик имел ряд неоспоримых преимуществ, отчего поистине полюбился советскими солдатами, которые его ласково называли Студер. Более всего в этом автомобиле ценились высокая надежность, случаи поломки были чрезвычайно редки и хорошая проходимость. Ведь US6 с полным приводом проходил там, где любой советский грузовик застрял бы напрочь. Также водителям нравилась его просторная герметичная кабина, где не хватало разве что печки, удобное расположение руля, и который к тому же легко поворачивался, и расположение педалей. Конструкторы проработали все аспекты, включая удобство водителя во время ремонта машины. До двигателя было легко добраться, а для снятия боковых защит не нужно было ключей. Достаточно было открутить гайки-барашки, которые их удерживали, не прилагая особых усилий. Для перевозки личного состава борта были выполнены из дерева и имели одну особенность. Когда требовалось перевозить людей, то делалось это с комфортом, на скамейках. Если нужно нарастить борта, деревянные скамейки поднимались, увеличивая их высоту. Но в отличие от советских грузовиков, американцы нуждались в более качественном топливе и смазке и более грамотного технического обслуживания. Полюбившийся многими водителям грузовик Studebaker US6 стал лучшим грузовиком не только во время войны, где он перевозил многие грузы, и где на его базе были созданы знаменитые БМ-13 «Катюша», но и после окончания Великой Отечественной войны. После ее окончания большая часть Студеров по условиям Ленд-лиза были возвращены американцам, а оставшаяся часть какое-то время эксплуатировалась советской армией и участвовали в восстановлении народного хозяйства, а также дали толчок созданию целого поколения отечественных полноприводных грузовиков. А если мой ролик вам понравился и был полезен, не забываем ставить лайк под этим видео. Также приветствуются ваши комментарии. Желаю всего хорошего, до новых встреч!